Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами будем делать коррекцию очередную для моей клиентки. Ноготочки у нас относились замечательно. Клиентке очень понравился дизайн. Мы в прошлый раз обсуждали, как она с ним отходит, понравится ли ей. Если вы не смотрели предыдущую коррекцию, обязательно посмотрите, там была довольно-таки интересная тема для обсуждений. Сегодня же мы, как обычно, приступаем к коррекции, снимаем старый материал. В данном случае нам необходимо просто снять толщину в стрессе для того, чтобы переместить стресс на новое положение. Будем изменять форму ноготков, будем делать квадратики. Ну и плюс к этому нам необходимо будет добавить боковушечки, потому что у нас был миндаль, для квадрата нам нужны будут ровные боковые стороны. На безымянном пальчике в процессе носки у нас где-то потерялся кусочек ноготка. Такое иногда бывает, особенно у девочек, которые любят подковыривать себе боковые стороны. Но поскольку мы и так собирались дополнять боковушечки для квадрата, то ничего страшного, добавим и здесь. Как обычно, отодвинули кутикулу апельсиновой палочкой, фрезой убираем птыриги, наносим праймер, базовый гель, переходим к моделированию. Всегда боковые стороны проще всего добавляются материалами, которые погуще. Самый густой материал, тот, который не течет в данный момент, это акрилатик. Система акрилатиков, она именно такая, которая никуда не девается, никуда не растекается, никуда не убегает, раскладывается кистью, точно так же, как если бы вы формировали акриловый ноготок. Но почему-то многие мастера боятся этого материала. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, работаете ли вы акрилатиком. И если не работаете, то почему? Мы же тем временем сформировали ноготочек и переходим к опилу. Черновой опил производим при помощи фрезы. Начисто будем допиливаться пилочкой. Обязательно в данном случае формируем внутреннюю арочку. Очень мастеру нужно иметь фрезу тоненькую, которая будет удобно подлезть вовнутрь в арку ноготка. Потому что это очень важно, особенно в тот момент, когда вы меняете форму, когда вам необходимо внутреннюю арку подогнать под внешнюю. Ну и переходим непосредственно к дизайну. Этот дизайн в инстаграме вызвал бурю эмоций, всем очень понравился, но на самом деле дизайн очень простой, очень быстрый, ненавязчивый. Клиентка у меня спешила, поэтому сильно засиживаться с дизайном, к сожалению, времени не было. Поэтому мы сделали очень быстренько, простенько, дизайн новогодний с цветочками. Итак, мы покрыли ноготки и какие-то зоны на ногте выделяем серым оттенком. На этом оттенке он у нас будет базой для дальнейшей росписи. На самом деле мне пришла фольга отрывная, и я хотела вот сюда отпечатать фольгу с кружевами с белыми. Но когда я попробовала это сделать, я поняла, что рисую я лучше, чем фольга отпечатывается, поэтому белые цветочки мы решили нарисовать.
Берем кисточку, берем красочку и вручную вырисовываем вот такие вот цветочки с острыми листиками. У нас получаются такие себе снежинки, не снежинки, цветочки, не цветочки. В общем, что-то такое очень зимнее, благодаря тому, что у нас голубо-серое сочетание оттенков. И если вы давно хотели научиться рисовать, самое время этим озаботиться, потому что сейчас у нас на курсы скидка 30%. Ссылочку оставлю в описании. Далее все эти цветочки нужно сделать более праздничными. Ничего не делает такое праздничное настроение, как всякого рода блестюшки. Поэтому клеем для отпечатывания фольги я нанесла линию, на которую отпечатываю, собственно говоря, фольгу. Получается у меня вот такой вот воздушный, замечательный переход. Ту фольгушечку, которая вдруг отпечаталась не совсем туда, куда мне было необходимо, я подчищаю каким-нибудь острым инструментом. В данном случае просто взяла ножнички и подчистила. Но в любом случае границы отпечатывания фольги остаются не очень чистыми, поэтому лучше всего их прорисовывать. Берем белую красочку и линиями прорисовываем, очерчиваем границы наших отпечаток таким образом, чтобы они стали чистенькие. Ну а дальше уже как хватает времени, на что хватает вашего желания. На самом деле я хотела здесь установить по краю стразики, но, к сожалению, мы уже не успевали. Поэтому ограничились просто точечками.
Итак, вот такие ноготочки у нас получились. Зимние, снежные, несмотря на цветочки. Очень интересно было работать с этими руками. Очень люблю эту клиентку. С вами же мы встретимся в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!